Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 15 июля, сегодня у нас с вами понедельник, новая рабочая неделя. Обращаем ваше внимание, что сегодня вы можете заложить фундамент на целую неделю. Сегодня достаточно сильный по своей энергетике день, поэтому обязательно скажите сегодня 2 слова для того, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Разрешите Вселенной помочь вам. Далее, друзья, все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас лайком. Также подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Итак, друзья, сегодня Луна продолжает свой путь через созвездие Скорпиона, находясь в фазе роста. Этот астрологический аспект усиливает эмоциональную напряженность и обостряет наше восприятие. Сегодня особое внимание стоит уделить квадратуре, которую Луна образует с Венерой во Льве. Это противостояние породит неприязнь к яркости, шуму и эпатажу, что особенно будет заметно в межличностных отношениях и социальной активности. Скорпион – это знак трансформации, глубины и интенсивности. Луна в этом знаке побуждает к исследованию скрытых аспектов нашей личности и окружающего мира. Возрастает сегодня и интуиция, усиливаются желания и страсти. В этот день люди могут чувствовать потребность в более глубоких и значимых контактах, избегая поверхностного общения. Квадрат Луны к Венере – это аспект напряженности и конфликта. Венера во Льве олицетворяет яркость, роскошь и стремление к признанию. Однако Луна в Скорпионе требует искренности и глубины, что вызывает конфликт между этими энергиями. Эпатажное поведение, раскрепощенность и кич могут привести к недоверию и нежеланию сегодня сотрудничать. В этот день особенно важно быть сдержанным, серьезным и вежливым. Люди, которые проявляют такие качества, будут более популярны и востребованы. Девиз дня – меньше слов, больше дела. И это окажется весьма актуальным. В профессиональной сфере это означает, что стоит сосредоточиться на конкретных задачах и избегать пустых разговоров и показухи. Чья-то бесцеремонность и навязчивость может вызвать беспокойство и возмущение. Это также станет индикатором уровня заинтересованности окружающих людей. Друзья и поклонники будут проявлять себя сегодня более активно, показывая свою истинную природу и намерения. В романтических отношениях сегодня можно ожидать повышенной активности и настойчивости. Влюбленные будут стремиться завоевать объекты своей любви, не жалея на то сил и средств. Однако важно помнить о балансе между выражением чувств и уважением личных границ партнера. Одежда и поведение должны быть сегодня более сдержанными и уравновешенными. Это поможет вам избежать ненужного внимания и критики. Сегодня лучше заниматься конкретными задачами, которые требуют внимания и вашей концентрации. Эффективность и продуктивность будут оценены обязательно по достоинству. Общение должно быть тактичным и уважительным. Это поможет наладить контакт и избежать конфликтов. Если вы хотите завоевать чье-то расположение, делайте это с душой и искренностью, избегая показного и навязчивого поведения. Используйте сегодня и свою интуицию для самоанализа и проработки внутренних вопросов. Это поможет лучше понять себя и свои желания. И, девочки и мальчики, сегодня, 15 июля, это особенный день, который выделяется среди других своей мощной энергетикой. Это время, когда наши внутренние силы и внешние влияния достигают пика, предоставляя уникальные возможности для личного роста, самопознания и привлечения благополучия. Кроме того, обращаем ваше внимание, что Луна, находясь в Скорпионе, побуждает к самопознанию и исследованию скрытых аспектов нашей жизни. Скорпион, как водный знак зодиака, управляет трансформацией, интенсивностью и скрытыми ресурсами, что делает его идеальным для работы над финансовыми вопросами. Дополнительный астрологический аспект – это квадрат Луны к Венере во Льве, создает напряжение, но и с другой стороны создает новые возможности. Вообще Венера во Льве символизирует роскошь, красоту и стремление к признанию. В этот день важно найти баланс между внутренними и внешними стремлениями, чтобы использовать энергию этого дня себе во благо.
Также еще раз обращаем ваше внимание, что Луна в Скорпионе усиливает интуицию, что помогает лучше понять, какие шаги необходимо предпринять для улучшения финансового положения. Медитация помогут вам выявить скрытые препятствия и ваши внутренние ресурсы. Энергия Луны в Скорпионе побуждает к активным действиям, поэтому используйте этот день для того, чтобы начать новые проекты или продвинуться уже в начатых делах. Конкретные шаги к вашим финансовым целям сегодня будут особенно эффективны. Квадрат Луны к Венере требует и осторожности в вопросах трат и инвестиций. Избегайте сегодня любых импульсивных решений и сосредоточьтесь на долгосрочных стратегиях. Важно сегодня проявлять осмотрительность и анализировать все возможные риски. Постарайтесь сегодняшний день начать с очищения своего рабочего и жилого пространства. Избавьтесь от ненужных вещей и наведите порядок. Чистота и организованность помогут вам привлечь новую энергию и улучшить финансовое состояние. Также посвятите сегодня время медитации, сосредоточенной на привлечении финансового благополучия. Визуализируйте, как деньги текут в вашу жизнь. Представляйте себя успешным и финансово независимым человеком. Помните о том, что вы можете это все сделать. Также используйте следующие слова, которые помогут вам настроиться на волну изобилия. Они звучат следующим образом. Я привлекаю деньги легко и свободно. Мой финансовый поток стабилен и увеличивается. Прямо сейчас в комментариях можете прописать эти магические слова. Пусть откроется тот поток, который действительно вы заслуживаете и вам нужен в жизни. Это для вас, возможно, будет таким вот толчком, который поможет вам. Энергия с сегодняшнего дня требует, к сожалению, выхода, поэтому все равно время от времени постарайтесь заниматься физическими упражнениями. Это поможет не только укрепить тело, но и улучшить общее самочувствие, что положительно скажется на вашем финансовом настрое. Кроме того, проведите время с теми, кто уже достиг финансового успеха. Их советы, их, возможно, какие-то примеры жизненные могут вдохновить вас на новые достижения и помочь найти новые пути к финансовому благополучию. Для привлечения денег в этот энергетически сильный день используйте два слова. Эти слова помогут вам настроиться на положительную волну и привлечь в вашу жизнь финансовое благополучие. Первое слово – это слово изобилие. Это слово олицетворяет неограниченные возможности и ресурсы. Повторяя его, вы настраиваете свое сознание на принятие всего лучшего, что может предложить вам жизнь. Слово изобилие помогает осознать, что вокруг вас всегда есть множество возможностей для роста и для улучшения. Второе слово – это процветание. Это слово символизирует успех и благополучие во всех аспектах вашей жизни. Оно напоминает о том, что истинное богатство включает в себя не только деньги, но и здоровье, счастье, гармоничные отношения и личную радость. Слово «процветание» поможет вам сфокусироваться на всеобъемлющем благополучии. Поэтому сегодня на протяжении дня произносите два слова – изобилие, процветание. В этот момент представляете, как это приходит в вашу жизнь. Не бойтесь мечтать, не бойтесь визуализировать. Это поможет вам в жизни. Самый простой пример. Просмотрите фильм, если вы немножко не понимаете, как это делать, как визуализация происходит, как законы Вселенной действуют. Посмотрите фильм «Куда приводят мечты». Это достаточно старый фильм, возможно, он для кого-то будет немножечко тяжелый, сложный, но первый раз вы просмотрите, возможно, вы не все поймете изначально, но просмотрев второй, третий раз, вы поймете, как человек может рисовать свою жизнь, рисовать свою вселенную и жить в ней. То есть это не пустые слова, это даже вот нам через фильмы, через какие-то статьи, рассказы, это уже показывается. И наша задача, конечно же, это увидеть. На какие опасности и возможности этого дня стоит вам обязательно обратить внимание? Луна в Скорпионе и энергия этих лунных суток будут способствовать глубокому самоанализу и личностному росту. Это время для медитации и работы над собой. Высокий уровень энергии позволяет сегодня эффективно справляться с трудными задачами, поэтому постарайтесь сегодня сосредоточиться на проектах, которые требуют максимальной концентрации и усилий.
Сегодняшний день также благоприятен и для укрепления личных и профессиональных связей. Искренние разговоры и открытость помогут вам наладить контакт и укрепить доверие. Что же касательно опасности этого дня, то усиление эмоций может привести к конфликтам и всевозможным недоразумениям. Важно контролировать свои чувства и избегать излишней эмоциональной реакции. Высокий уровень энергии может провоцировать на импульсивные действия и поспешные решения. Будьте осторожны и взвешивайте все «за» и «против» перед тем, как предпринимать важные шаги. Кроме того, интенсивная энергетика этого дня может вызвать у вас физическую и эмоциональную усталость. Поэтому на протяжении дня уделяйте внимание отдыху и восстановлению ваших сил. Контролируйте сегодня свои эмоции и старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Будьте терпимы и старайтесь быть понимающими к окружающим людям. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно проводить очищающие процедуры для организма. Это может быть детокс-диета, это может быть сауна, баня, очищающие травяные чаи. Очищение поможет вывести токсины и улучшить работу внутренних органов. Уделите сегодня внимание здоровью репродуктивной системы. В то же время избегайте переохлаждения и перегрузок. Пейте много воды и соблюдайте здоровую диету. Питайтесь сегодня правильно и сбалансированно. Включайте в рацион больше свежих овощей и фруктов. Избегайте тяжелой и жирной пищи. Также еще раз сделаем большой такой акцент. Пейте как можно больше воды и не забывайте о травяных чаях. Кроме того, что касательно денег, то обращаем ваше внимание, что ввиду того, что сегодня высокий уровень эмоций, это может привести к импульсивным каким-то финансовым решениям. Поэтому избегайте сегодня ненужных трат и постарайтесь контролировать свои эмоции при принятии финансовых решений. Также энергия этого дня может побуждать вас к каким-то рискованным действиям. Будьте осторожны с авантюрными инвестициями и сомнительными предложениями. Всегда тщательно анализируйте все возможные риски и последствия. Напряженность в отношениях может вызывать финансовые конфликты. Будьте готовы к тому, что вам придется отстаивать свои финансовые интересы. Стремитесь к конструктивному диалогу и поиску компромиссов. Что же касательно карты Таро на этот день, 15 июля, друзья, выпала карта «Смерть». И вы знаете, она не такая уже страшная карта, как многие думают, потому что это вообще карта, которая символизирует именно значимые перемены, трансформации и обновления. Поэтому это день, когда в вашей жизни должно уйти что-то старое, чтобы это освободить место для нового. При этом это может быть связано и с личными отношениями, с карьерой или вашим внутренним ростом. И для того, чтобы двигаться вперед, вам нужно отпустить что-то из прошлого. И вот именно карта Таро «Смерть», она напоминает о важности прощания с тем, что больше не служит вашему благополучию и развитию. Каждый конец – это начало чего-то нового, и карта «Смерть» побуждает смотреть на перемены как на возможности для роста и улучшения. Также сегодня возможны значительные изменения в профессиональной сфере. Это может быть смена работы, повышение или начало нового проекта. Но делаем большой акцент на том, что вам нужно принимать сегодня только обоснованные финансовые решения. Карта указывает на необходимость отказаться от каких-то старых финансовых привычек и поиска новых возможностей для роста. Также карта «Смерть» напоминает о важности здоровья и необходимости изменить свои вредные привычки. Это время для начала нового здорового образа жизни. Поэтому не бойтесь изменений и трансформаций. Примите их как часть естественного процесса роста и развития. Прощайтесь сегодня с тем, что больше не приносит радости или пользы. Это может быть как материальные вещи, так и какие-то эмоциональные блоки. Также смотрите на перемены как на возможность начать что-то новое и лучшее. Будьте открыты новым идеям и подходам. Используйте этот день для самоанализа и внутренней работы. Ну и, конечно же, обращайте внимание сегодня на свое здоровье.
И давайте посмотрим, что же нам сегодня говорит Архангел Михаил, на какие советы он стоит, и какие моменты стоит обратить внимание. Во-первых, Архангел Михаил напоминает о важности защиты своих личных границ. Это касается как физического, так и эмоционального пространства. Не позволяйте никому нарушать ваш покой и гармонию. Будьте решительны и стойки, когда речь идет о ваших принципах и о ваших ценностях. Кроме того, Архангел Михаил подчеркивает важность четко сформулированных намерений. Ваши мысли и намерения сегодня обладают огромной силой и могут влиять на вашу реальность. Будьте внимательны к тому, что вы думаете и говорите. Направляйте свои мысли на позитивные и конструктивные цели. Также Архангел Михаил напоминает нам, что нам нужно быть готовыми к тому, что в нашу жизнь идут изменения. Вне зависимости, это нравится вам или нет, но через изменения, через трансформацию мы с вами растем и развиваемся. Поэтому, если в вашей жизни сегодня что-то наступило, приходит какой-то момент, наоборот, принимайте с радостью и не забывайте благодарить Вселенную за те мыслимые и немыслимые блага, которые есть. Да, иногда неприятно видеть, человек не всегда понимает, зачем это ему дано, но помните о том, что приходит момент и все может очень кардинально меняться. Вот такой, друзья, у нас с вами день 15 июля. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. И, друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся в следующем видео.